Гиены окружили старого льва. Только посмотрите, кто пришел ему на помощь. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Лев по имени Азар жил в заповеднике Серенгети уже много лет и считался там живой легендой. Когда-то его мускулистое тело и густая темная грива приковывали взгляды посетителей, и каждый, кто видел, как он величественно идет, понимал, что перед ним истинный хозяин равнин. Его янтарные глаза смотрели проницательно и спокойно, а мощная поступь заставляла леопардов и даже гиен держаться на расстоянии. Он редко терпел неудачу на охоте и никогда не уступал добычу, поэтому ни один хищник не решался вступить с ним в схватку. Однако годы неумолимо брали свое, и постепенно сила начала покидать каждую мышцу Азара. Его когда-то пышная грива редела и тускнела, могучие плечи ослабели, движения стали тяжелыми и медленными. Охота давалась все труднее, ведь скорость уже не позволяла настигать быструю добычу. Прежний прайд распался, следуя за молодыми самцами, и Азар остался один наедине с приближающейся старостью. Мелкие раны появлялись все чаще и заживали плохо. Туристы все реже замечали его на просторах равнин, слыша лишь рассказы о былом хозяине саванны. Исхудавший и взъерошенный, он волочил лапы под палящим солнцем, но сильнее всего его мучил страх перед постоянными нападениями других хищников. Гиены, когда-то трепетавшие перед ним, теперь поняли, что старый лев ослаб. Они следили за каждым его шагом, выжидая момент, когда смогут напасть. И не раз Азар был вынужден целыми днями лежать в траве, прячась от их безжалостного преследования. В заповеднике работал рейнджер по имени Наледи, который с особой теплотой относился к Азару. Он наблюдал за его жизнью с тех пор, как тот был молод и полон силы, и в своей потертой записной книге отмечал каждый важный момент его существования. Даже когда лев ослабел, Наледи не терял его из виду, молча следя за ним и будучи готовым прийти на помощь. Для него этот лев был душой саванны, существом, достойным уважения до конца дней. Патрульный внедорожник Наледи часто колесил по выжженным солнцем равнинам в надежде найти Азара, и не раз он обнаруживал его изможденным, балансирующим на грани гибели. Каждый раз Наледи колебался, ведь чрезмерное вмешательство могло нарушить законы дикой природы. Однако сострадание не давало ему покоя. Он сообщил другим сотрудникам охраны природы и договорился о координации действий, чтобы при необходимости успеть помочь. Однажды знойным днем Азар брел по высохшей саванне, истощенный многодневным голодом. Каждый шаг давался ему с трудом, дыхание было прерывистым. И вдруг на расстоянии показалась стая гиен. Они издалека наблюдали за ним, понимая, что прежней силы уже нет. Сначала они рычали и кружили вокруг, сбивая его с толку. Затем внезапно бросились в атаку, пытаясь загнать в ловушку. Азар попытался уйти, но ноги не слушались. Он замедлился и остановился, и в тот же миг гиены воспользовались слабостью. Их клыки оставили на его теле глубокие раны. Его слабый рык уже не мог их отпугнуть. К счастью, Наледи и патрульная группа оказались неподалеку и вовремя заметили происходящее. Увидев, что лев окружен, они сразу направили машину ближе. Ошеломленные внезапным появлением людей, гиены на мгновение замешкались, и рейнджер, не думая об опасности, выстрелил в воздух, защищая жизнь старого льва. Не выдержав натиска людей, стая быстро отступила. А Азар остался лежать на земле, тяжело дыша и испытывая боль во всем теле. Сотрудники заповедника поспешили к нему и осторожно осмотрели раны, убеждаясь, что он еще жив и что травмы не смертельны. Они единогласно решили, что Азара нужно срочно доставить в реабилитационный центр.
В центре спасения команда ветеринаров сделала все возможное, чтобы вылечить бывшего короля равнин. Раны тщательно очистили и перевязали. Ему вводили жидкости для восстановления сил. Сначала Азар был напуган и напряжен, но постепенно понял, что люди рядом не желают зла. Медики применяли обезболивающие и антибиотики, чтобы избежать инфекции. Однако его организм был истощен, и выздоровление шло медленно. Специалисты пришли к выводу, что он слишком слаб, чтобы вернуться в дикую природу. И льва, долгие годы считавшегося символом Серенгети, поместили в отделение интенсивного ухода. Каждый день сотрудники приносили ему свежее мясо и внимательно следили за состоянием. Наледи часто навещал его, принося с собой тихую заботу и благодарность за прожитые годы. Он сидел рядом, гладил его и негромко разговаривал, словно пытаясь успокоить собственную совесть. Со временем раны затянулись, а грива немного отросла. Полноценное питание помогло ему слегка окрепнуть, и он уже не выглядел таким взъерошенным. Никто не ожидал, что всего через месяц в теле Азара появятся признаки возвращения сил. Однако следы прожитых лет невозможно стереть, и прежнюю мощь уже не вернуть. Короткие прогулки утомляли его, и он нуждался в долгом отдыхе. Но даже тогда он продолжал рычать, напоминая окружающим о львиной крови в его жилах. Этот рык был слаб, но полон достоинства и эмоций, отзываясь эхом былого величия. Многие люди, услышав о спасении легендарного льва, стали приезжать в центр, чтобы увидеть его. Они слушали рассказ о тяжелом пути, старости и спасении. И всех трогал вид Азара, уже не столь величественного, как прежде. Наледи иногда сидел рядом, вспоминая дни, когда лев свободно бродил по утренним равнинам. Он видел перед собой картину, как когда-то могучий хищник преследует стадо антилоп и затем оглашает саванну громовым ревом, словно покоряя землю и небо. Теперь все это осталось в памяти, а перед ним был уставший старый король, пытающийся достойно прожить последние годы. Многие посетители приходили и фотографировались, чтобы привлечь внимание к защите редких животных. Все понимали, что старость и жестокость дикой природы неизбежны, но человеческая доброта способна смягчить трагический финал. И так Азар, бывшая легенда Серенгети, продолжал жить в заботливом окружении людей, как живой символ гордости, времени и хрупкости величия. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.